Добрый день, меня зовут Медведев Иван, я являюсь главным инженером светотехнического предприятия SD Свет. Сегодня хотелось бы вам презентовать серию новых уличных светодиодных светильников Астерия. Эта серия подходит для освещения улиц, дорог, пешеходных зон, дворовых территорий и так далее. По всем основным техническим характеристикам она полностью соответствует программе «Светлый город» по замене на энергоэффективные светодиодные светильники в Подмосковье. Это полностью наша разработка, собственное российское производство с возможностью предоставления гарантии до 7 лет. Из основных конструктивных особенностей. То есть первое, это литой алюминиевый корпус, покрашенный порошковой краской, с двумя герметичными отсеками. Первый отсек для расположения оптического модуля, защищен силикатным стеклом, под которым находится резинка, которая дает отсеку защиту IP65. Крепится винтами. Внутри располагается светодиодный модуль, то есть алюминиевая печатная плата, соответственно, напаяны сами светодиоды типа размером 50-50, и использована оптика финской компании Lidil. В плане самих светодиодов мы имеем контракты со всеми основными поставщиками светодиодов. Соответственно, мы можем использовать как светодиоды компании Osram, так и Cree, Seoul Semiconduction, Luxeon и так далее. Далее, второй отсек для расположения источника питания и, соответственно, подключения сети. Он также является герметичным, имеет две легкосъемные защелки. Вот так он выглядит внутри. Соответственно, на крышке расположена прокладка, которая также дает отсеку защиту IP65 для того, чтобы электрическое соединение было защищено от влаги. Соответственно, источник питания стандартно у нас используется компания Minwell. Мы довольно давно работаем с этой компанией, соответственно, это мировой лидер по производству именно источников питания для светодиодных светильников в том числе. Из дополнительного, то есть здесь находится гермовод, также для того, чтобы сеть подводилась через герметичный вход и сама клемма подключения к светильнику. Получается легкосъемная крышка, то есть это довольно удобно в обслуживании. Сам источник питания закреплен на специальной монтажной пластине двумя винтами. То есть, в принципе, при любой необходимости замены, ремонта, после гарантийного обслуживания, даже дополнительных инструментов, кроме крестовой отвертки, монтажнику не потребуется. И при этом сам светильник не обязательно демонтировать с самой опоры. То есть это, в принципе, довольно удобно при обслуживании. Далее, по поводу самого крепежа. Соответственно, светильники стандартно крепятся на два вида труб, 50 и до 60 мм консоли. Вот так выглядит крепеж. Соответственно, есть два варианта его установки. То есть первый вариант установки этого крепежа на стандартную консоль для опоры. Ставится он вот таким образом. То есть выбирается необходимый угол и, соответственно, монтируется. Второй – это на, так скажем, парковые трубчатые опоры, там, где светильник крепится без консоли, а прямо на саму опору наверх. То есть тогда кронштейн переворачивается и ставится под углом 90 градусов. В плане технических характеристик, что из основного можно отметить именно по световым показателям? Первое, наши образцы протестированы и по энергоэффективности дают показатели 139 люмен на ватт. В плане мощностных характеристик у нас есть 4 варианта. Это 75, 100, 150 и 220 ватт. То есть первоначально это вот такая линейка. Соответственно, отличаются они, кроме мощности, естественно, габаритами корпусов. Здесь, который представлен вариант, это вариант на 75 ватт мощности. Соответственно, средний типа размер будет на 150 ватт и большой на 220 ватт. По остальным характеристикам, то есть, естественно, у светильника отсутствуют пульсации,
Высокий показатель коэффициента мощности, про энергоэффективность мы уже проговорили. По температуре свечения есть несколько вариантов, соответственно, это в зависимости от ТЗ, да, есть возможность использовать как светодиоды на 3000 кельвинов, также и на 4, и на 5000. Вот, в зависимости от цветовой температуры, естественно, немножко будет регулироваться там световой поток, вот, но незначительно, скажем так. Стандартно заложен CRI 70. То есть индекс цветопередачи, да, который подходит под требования российских улиц и дорог. Вот, есть возможность изготовления, допустим, для стран Евросоюза, там, где CRI требуется 80. Единственное, что энергоэффективность светильника будет несколько уменьшена. В плане оптики здесь используется финская компания Lidl, да, оптика их производства. Соответственно, в плане возможностей кривой силы света все зависит именно от того, какую оптику мы будем использовать. Да. То есть, ну, по большей части, так как это уличный светильник, это идет широкая асимметричная КСС, вот, а дальше, ну, допустим, компания сама Lidl, да, предоставляет около 8-9 вариантов КСС, которые возможно использовать. Соответственно, таким образом данный светильник может подойти как для освещения там, с низких высот, то есть, допустим, там парки, пешеходные зоны и так далее, так и для освещения пешеходных переходов, да, где не требуется освещение именно вширь, а по большей части именно в длину необходимо, да, осветить, либо же для установки на высокие опоры для освещения автомагистралей, где как раз нужна более широкая КСС. Из дополнительных возможностей, которые присутствуют у светильника, первое, ну, соответственно, обеспечение источника питания возможностью управления по протоколам 0.10, либо DALI. Второе, наличие в корпусе отверстия для заблаговременной установки NEMO-сокета. То есть вот оно есть отверстие, да? Соответственно, NEMO-сокет, то есть это специальный разъем, который в дальнейшем позволяет устанавливать контроллер для управления светильника по радиочастоте. Например, к этой системе относится LoRaWAN, сейчас набирающая популярность в России. То есть первоначально в сам светильник устанавливается источник, который имеет возможность регулировки по протоколу 0.10 и стандартный NEMO-сокет с заглушкой. В дальнейшем, когда компания или администрация приходит к тому, что светильники уже необходимо регулировать именно по радиоканалу, да, монтажники, ну, соответственно, поднимаются к светильнику, снимают заглушку и вместо заглушки устанавливают контроллер. Соответственно, таким образом светильник становится управляемым по радиочастоте. То есть, в принципе, довольно простое действие. Единственное, что наличие NEMO-сокета в этом светильнике должно проговариваться заранее, то есть это не стандартно. Еще одна возможность в этом светильнике – это управление по системе AstroDIMM. Это подразумевает под собой использование источника питания, регулируемого также по протоколу 0.10, а также специального астро-датчика, астродиммера. В основе этого автономного диммера лежит мощный самообучаемый контроллер, который путем вычисления широты и долготы места расположения, да, вычисляет время восхода, захода солнца, да, и таким образом автоматически работает на включение-выключение. Это его первый вариант. Второй вариант – это многоступенчатая регулировка во время его работы, которая программируется заранее. Вот. Каким образом это устроено? Светильник автоматически вычисляет середину своей рабочей ночи, да, и дальше уже идет регулировка по заранее настроенному алгоритму. Соответственно, первоначально, да, от 100% там, при включении он, допустим, уменьшает ступенчатую мощность к середине своей рабочей ночи. Да. После этой середины также многоступенчато может увеличивать эту мощность для того, чтобы там, к концу дня выходить там, на полную мощность, когда уже больше поток людей и требуется там, максимальная освещенность. Таким образом, получается, что первоначальные настройки, да, далее после установки светильника, он автоматически вот эти все расчеты производит в течение 3 дней и, соответственно, дальше уже выходит в свой рабочий режим, при этом нет никакой необходимости вмешиваться в его работу, соответственно, он действует абсолютно автоматически, как на включение-выключение, так и на многоступенчатое управление. Наша презентация подходит к концу. Сегодня рассказал вам о нашей новинке, уличная серия светильников Asteria, которая подходит для освещения любых городских
объектов. Если остались какие-то вопросы, можете обращаться к нашим менеджерам по телефону, либо связываться с нами по почте. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания.